Йемен вступает в войну на Ближнем Востоке. Хамас ставит условия для спасения своих же граждан. И становится известно, когда Украина получит F-16, а Лукашенко требует от России неустойку. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. ВСУ на левом берегу Днепра заставляют россиян отступать. Мы продолжаем достигать неплохих результатов в своей борьбе и в контрбатарейной, и в других методах работы. Российские спецслужбы задержали координатора покушения на Олега Царева. В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ. Гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Просто перестать стрелять мало. Хамас не выполняет свои обязанности по эксплуатации своей стороны КПП «Рафах», чтобы позволить людям двигаться через КПП в Египет. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забудьте ставить лайки, не забудьте оставлять комментарии и не забудьте подписаться на нашу страничку, если вы еще этого не сделали. Ну а пока вы пишете комментарии или оставляете лайк, начнем. Бойцы вооруженных сил Украины добиваются неплохих результатов на левом берегу Днепра. Об этом говорит спикер Южного оперативного командования. Они заставляют российские войска перемещаться вглубь оккупированной территории и снова менять свои позиции. Мы продолжаем достигать неплохих результатов в своей борьбе и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрел правого. Хоть и количество обстрелов правого берега Днепра уменьшилось, россияне все чаще используют авиацию, говорит Гуменюк. Йемен объявил войну Израилю. Точнее, снова запустил в сторону Израиля баллистические ракеты и дроны. И это уже третья такая атака. Об этом в Твиттер пишет официальный представитель йеменской армии. Скорее всего, речь идет именно о силах хуситов. Но сложность в том, что общей границы у Йемена с Израилем нет. А с Саудовской Аравией Йемен и так не в лучших отношениях, и в последние дни возобновились провокации на самой большой сухопутной границе Йемена. С помощью Аллаха наши вооруженные силы нанесли мощный удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также значительным количеством беспилотников по различным целям израильского противника на оккупированных территориях. Вооруженные силы Йемена подтверждают, что эта операция является третьей по счету в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине. Они подтверждают, что будут продолжать наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия. Тем временем Цахал на севере атакует военную структуру Хизбаллы в ответ на обстрелы, а в секторе Газа начинаются зачистки и бои в туннелях, построенных Хамас. Цахал публикует карту таких туннелей. Ими перевозят контрабанду, оружие и боеприпасы, проводят людей. Reuters пишет, что туннели – это главная цель Цахал в Газе. Хамас выставляет требования не только касательно заложников, но и гуманитарной помощи своим людям, а также по поводу того, как именно они могут быть эвакуированы из сектора Газа. Хамас выдвигает ряд требований, прежде чем позволить людям покинуть Газу. Я не буду говорить об этих требованиях, но мы продолжаем работать над этим вопросом. Так же, как мы считаем, что они должны освободить всех заложников, которых они удерживают, мы считаем, что они должны освободить или отпустить всех американских граждан и других иностранных граждан, которые, по сути, вынуждены оставаться в Газе против своей воли, потому что Хамас не выполняет свои обязанности по эксплуатации своей стороны КПП «Рафах», чтобы позволить людям двигаться через КПП в Египет. Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лазарини предупредил Совет Безопасности о том, что палестинцы в секторе Газа подвергаются насильственному перемещению и коллективным наказаниям.
Нынешняя блокада, введенная в отношении газа, является коллективным наказанием. 2 недели продовольственной блокады, после которой на прошлой неделе помощь поступала лишь понемногу, означают, что основные услуги разрушаются, лекарства заканчиваются, продукты питания и вода на исходе, топливо на исходе. Улицы Газы начали переполняться сточными водами, что очень скоро приведет к массовой угрозе здоровью людей. Тут имеется в виду предупреждение израильской армии о том, что сектор Газа нужно покинуть или, по крайней мере, перейти в более безопасную его часть. И блокада сухопутная и морская всего сектора Газа. В ООН предостерегают от продолжения блокировки Газы, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. А в США ворвались в Конгресс протестующие как раз во время выступления госсекретаря Штатов. Они требовали прекращения огня в секторе Газа. Премьер-министр Голландии рассказал, когда Украина получит F-16. Первый самолет американского производства, который Нидерланды подарят Украине, прибудет в учебный центр Румынии в течение 2 недель. Я ожидаю, что ракеты «Патриот» будут поставлены в ближайшее время, чтобы помочь Украине в предстоящую зиму. Та же скорость относится и к самолетам F-16. Первые из них будут отправлены в учебный центр в Румынии в течение ближайших 2 недель. Беларусь требует компенсацию от России за пропущенный дедлайн запуска в эксплуатацию белорусской АЭС. У нас сроки немного сместились ввода в эксплуатацию атомной станции по причине российской стороны. И, естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там, опять же, чрезвычайного не было, но, тем не менее, такие были вопросы поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо, как для россиян, да, как для своих станций. 60 лет срока. Да, и срок гарантийный на 5 лет. Как вы просили, Александр, 5 да, лет 5 на основные лет. узлы. Россия предложила вместо оплаты 5-летнюю гарантию на узлы, говорит Лукашенко, точно зная, что за узлы. Российские спецслужбы якобы задержали человека, который координировал покушение на Олега Царева. В Центре общественных связей ФСБ говорят, что задержанному 46 лет, и он житель Крымской Ялты. Говорят, что он оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем которые применялись при покушении. В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на общественно-российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория Кирова. Получал указания по сбору информации для подготовки покушения, по передвижению и месту нахождения Олега Анатольевича, также по подбору мест для хранения оружия. В феврале 2023 года устроился работать в санатории Кирова для полноценного доступа и передачи информации о передвижении данного человека. Состояние Царева стабильное, говорят в ФСБ, а работа по поиску исполнителя покушения и определению других лиц, которые оказывают содействие украинским спецслужбам, продолжается, говорят в Центре общественных связей службы. Значит, гайки в Крыму будут закручиваться еще сильнее. Польско-украинский конфликт набирает оборотов. Украинское министерство инфраструктуры обратилось к своим польским коллегам по поводу вероятного перекрытия границ с польскими перевозчиками. Мы получили сообщение о вероятном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем, как украинским, так и польским перевозчикам. Все дело в том, что польские перевозчики пригрозили заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной в рамках протеста против, как они указывают, чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и Европейским Союзом. Раньше в рамках подобных протестов они перекрывали 1 пункт пропуска, а теперь угрожают перекрыть все.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Важно видеть и читать вашу реакцию, и важно подписаться на наш канал. Это несложно и займет всего несколько секунд. Ну а у меня на сегодня все, до встречи и хороших вам новостей.